Когда мы слышим слово «пуритане», обычно представляются строгие люди в черных одеждах, для которых почти все грех. Но насколько этот образ соответствует реальности, а насколько их репутация как фанатиков – поздний стереотип. Само понятие «фанатик» стало активно использоваться сравнительно поздно, во второй половине 17 века во Франции. Так называли людей, которых воспринимали как чрезмерно преданных Богу и, следовательно, потенциально опасных для абсолютной монархии. Сами пуритане возникли в конце 16 века как движение, выступавшее за очищение английской церкви от католических элементов. Название пуритане изначально само было насмешливым прозвищем и обвинением. Их образ жизни не был чем-то уникальным и во многом напоминал монашеские идеалы, хотя важное отличие заключалось в том, что пуритане не уходили от мира, а стремились исправить его. Они проповедовали простую жизнь, основанную на Писании, без роскоши и внешнего блеска. Большое значение придавали личной дисциплине, труду как религиозной добродетели, упрощению богослужений, умеренности в употреблении алкоголя, отказу от театральных представлений, а также выступали против внебрачных отношений. Для них вера была не формальностью, а образом всей жизни, и именно здесь возникает ключевой момент. Современники нередко считали их слишком строгими. Со временем их конфликт с церковной и монархической властью усиливался, и религиозные разногласия постепенно переросли в политические. Часть пуритан уехала в Америку, где основала колонии Плимут и другие. В Англии влияние пуритан постепенно росло, и они стали заметной силой в парламенте. Это были не темные и не невежественные люди. В университете Кембриджа они имели сильное влияние, а в Америке основали Гарвардский колледж. Когда после гражданской войны пуритане во главе с Кромвелем пришли к власти, они допустили большую религиозную свободу внутри протестантских течений. Было разрешено существование квакеров, а в страну фактически вернулись евреи, изгнанные еще в XIII веке. Пуританские майоры-генералы, назначенные Кромвелем, запретили пьянство, богохульство и азартные игры. Стремление насадить строгий порядок вызывало участие населения недовольство и ощущение чрезмерного контроля. При Кромвеле были ограничены традиционные праздники, включая Рождество и Пасху, которые пуритане считали связанными с католическими и небиблейскими обычаями. В ту эпоху эти праздники действительно сильно отличались от современных. Они часто сопровождались шумными народными гуляниями и слабо контролировались. Пуритане запретили танцы вокруг майского дерева в Вальпургиеву ночь, считая их пережитком языческих традиций. Именно этот период часто и формирует образ пуританского фанатизма. Строгие моральные законы, запреты на развлечения и закрытие театров. После смерти Кромвеля и кризиса республики в Англии произошла реставрация, и на престол был приглашен Карл II Стюарт. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. После поражения часть пуритан эмигрировала в Северную Америку, где уже существовали колонии, основанные пуританами. Они стремились построить город на холме, общество, которое должно было служить примером нравственной жизни. В этих колониях существовала религиозная нетерпимость к иным взглядам, что в то время было довольно распространенным явлением. Квакеры и католики нередко подвергались преследованиям или изгнанию. Пастор Роджер Уильямс, выступавший за отделение церкви от государства, был изгнан и основал колонию Род-Айленд, где установил более широкую религиозную свободу. К концу 17 века в пуританских колониях, как и во многих странах Европы, вера в колдовство была повсеместной. В Салеме произошли известные судебные процессы над обвиненными в ведовстве, один из самых громких, но скорее исключительных эпизодов такого рода. Уже в 17 веке пуританские церкви в Америке начали терять прежнюю строгость и сталкиваться с уменьшением числа полноправных членов. Чтобы сохранить общины, было принято так называемое половинчатое соглашение – Halfway Covenant. Оно смягчило требования к членству церкви. Позже, с началом Первого Великого Пробуждения в XVIII веке, пуританская традиция окончательно ушла на второй план. Баптисты и другие евангельские христиане считали себя близкими пуританам по вере, но расходились с ними в устройстве церкви и уровне контроля над жизнью людей, поэтому они чаще критиковали их не как фанатиков, а как сторонников слишком строгой и жесткой религиозной системы. В XIX веке, в викторианскую эпоху, окончательно закрепился образ пуритан как мрачных фанатиков. В то время в Англии усилился культ морали и норм приличия, и многие писатели и критики начали связывать викторианскую строгость с наследием пуританства. В романе «Алая буква» пуританское общество Новой Англии изображается критически, прежде всего за жесткое осуждение супружеской измены и строгий общественный контроль.
Так этот образ постепенно закрепился в массовом сознании. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.